То, что люди, действительно прочитав, читали мои книги, в отличие от этого архангела, и действительно им в многих аспектах помогают, по крайней мере, письма, которые приходят. Тоже одно забавное письмо пришло. Так тоже решил зачитать, чтобы начинать сегодня клуб веселых находчивых, такой немножко у нас получается. Но это еще пришло, видно, человек недавно прочитал, на Россию, и пишет: ответ от протестантской реформистской ветви церкви. То есть это человек, который написал протестант, реформист еще какой-то. Только начал читать вашу книгу, точка. Слово Дравида и Наги никогда не было связано с словами «были они Наги». Адам и жена его и не стыдились во всех отношениях. Понятно, почему так недовольна церковь. От себя могу добавить следующее. Пора пойти учиться базовым основам языка: древний арамейский, древний еврейский, греческий и русский. Вопрос. Как вы представляете слово «наги» читать в оригинальном подвиге древнееврейском? Ведь слово «наги» – это только перевод с древнееврейского. И подписано «Илья». Ну вот, понимаете, опять-таки, читаешь, удивляешься невежеству людей. Дело в том, что дравиды и наги – это древние племена, которые жили в Индии гораздо раньше, чем появились евреи. Даже в тех книгах, которые недавно было, несколько лет назад было написано: если ты еврей, такая мне приносили, почитал, так вот они пишут, и, наверное, нам написали бы они максимально, что могли, правильно? Так вот, эти книги, они сами пишут, что зарождение еврейства к народу появилось где-то 4,5 тысячи лет назад. То есть до этого вообще никого не было. А извините, наши предки приходили в Древнюю Индию, где жили дравиды и наги, гораздо раньше. Не говоря о том, что на территории России, как говорится, славяно-арийское государство существовало более 100 тысяч лет. Это первое. Второе. Наги – это, опять-таки, это название племен, поэтому, так сказать, перевода не нужно. И оно писалось тогда на русском языке. Так что сначала русский был, а потом был древнееврейский, который с русского перевели. Кстати, академик Чудинов, он расшифровал одну гравюру, где древнееврейская, между прочим, на которой, так сказать, показано, как Моисею горящий куст передает скрижали. Так? Просто он передает, якобы с руки свешивается из ниоткуда и дает ему скрижали. Просто если перевернуть обратно скрижали, вот так, как не вниз, а вверх, то Чудинов прочитал. Знаете, на каком языке это было написано? По-русски. Русскими буквами. Потому что, извините, все алфавиты вышли из того древнего алфавита, который тогда не был русским называться, естественно. Потому что те, кто прилетели на нашу планету, они не называли себя русами там, или славянами и так далее, и так далее. Были другие названия, но язык был то, на котором мы сейчас с вами говорим. И он действительно очень древний, и, по крайней мере, исследования показали, что на уровне подсознания мозг любого человека, европейца, реагирует именно на слово «русские слова» на уровне подсознания, как на генетическом уровне заложены, а не на своих родном языке. Забавно? То есть, я не знаю, кто-то был на учредительном съезде движения, которое мы проводили, там специально фрагмент показывался, когда исследования показывали, что слово «собака» реагировали люди любой национальности, белой расы. Пес, да, пес, собака, да, пес. Понимаете? То есть, вроде не должны реагировать. И так далее, и так далее. Можно долго продолжать, просто не хочу сейчас тратить время на то, что... Так далее. Но самое забавное, что и греческий, арамейский, так сказать, это возникли очень гораздо позже. И поэтому, так сказать, когда, так сказать, именно в Библии, в Ветхом Завете, написано именно наги, в том смысле с маленькой буквы, как типа обнаженные, понимаете? И все, кто читает, понимают именно так, независимо на каком языке написано. Поэтому, когда вот люди кричат о чем-то, то есть как раз, если кто-то читал книгу, которая сейчас запрещена уже,
то должны помнить, что я как раз расшифровываю, что откуда появилось понятие это, что это ничем не, наоборот, что не связано с обнаженностью, то человек даже не читал ничего. То есть он наткнулся на какое-то слово, которое не устраивает, и начал уже критику разводить. Вот, ну, правда, таких критиканов, которые не читали или слышали звон какой-то, чаще всего, знаете, как большинство, кто критикует мои книги, когда я их спрашивают, а вы читали книги? Нет, мы не читали. А что же вы говорите? А мы слышали. А что вы слышали? А вот кто-то нам сказал. Ну, вот так вот, видно, там, его, как говорится, священник сказал, что он думает по этому, он просто решил выразить свое мнение. Поэтому насчет того, что древности языка, о котором мы с вами говорим, подтверждает много исследователей, подтверждает, что, опять-таки, ну, все знают, что все европейские языки относят к группе индоевропейских языков. Индоевропейская группа языков, знаете, да? Но, я всегда говорил так, индоевропейские языки, значит, языки возникли в Древней Индии. Вопрос, живет ли в Индии или жил когда-либо там народ, который говорил на таком языке? И после тщательных поисков вы обнаружите, что такого народа там никогда не жило. А пришли, когда славянари пришли, вот последний был поход, это 2500 лет назад до нашей эры, точнее, не назад, а 2500 лет до нашей эры, тогда они и остались группа, и элита стала говорить на русском языке. И до сих пор, это исследования не мои, а других исследователей, говорит, что 70% слов санскрита, только есть два санскрита, я тоже не знал до недавнего, что есть древний санскрит, знаете об этом, и есть модерновый санскрит. Так вот, модерновый уже изменен сильно. А именно древний санскрит – это 100% русский язык. 70% слов до сих пор тождественны в современном языке и в том. Только отличие, может быть, каком. Нам стали навязывать в 20 веке, что корова, мы должны писать корова, да? А в санскрите корова так и есть корова. Но неважно, как мы пишем корову, мы не говорим корова. Все говорим корова, правильно? Хотя пишем корова и так далее. То есть, и что самое интересное, те индусы, знающие древний санскрит, которые приезжают в Россию, особенно северный говор, вот север европейской части, Архангельская область и так далее, они поражены, потому что даже говор соответствует той памяти, которая у них был заложен с тех времен. Так, оказывается, все индоевропейские, не индоевропейские языки, а русско-европейские языки. И так далее, и так далее. Поэтому такие вещи, когда смотришь, и вот кто, если читал, может, уже сказ о Ясном Соколе, прошлое, настоящее, я просто анализирую и показываю, что Настенька, перемещаясь с планеты на планету, ну, конечно, она перемещалась по планетам из конклава белых цивилизаций, которые создали колонию нашей Земли, она без проблем понимает всех и вся. О чем это говорит? А говорит о том, что язык был то же самое для общения. То есть все цивилизации, которые участвовали в создании колонии когда-то на Земле, говорили на одном языке. И этот язык был то, что мы сейчас продолжаем говорить, русский. Только, конечно, тогда он не назывался русским и так далее, и так далее, и так далее. Но важно не название, потому что почему стали русским языком называть? Знаете, почему? По имени одного из князей, которого было имя Рус было. Вот и все. Так же, как скифы говорили тоже на русском языке, были русы, а называли скифы, потому что князь был скиф, и они говорили, мы люди скифа. И их называли скифами. И так далее, и так далее. Сармат. Князь Сармат – Сармат. Это не разные племена, потому что меня удивляет наивность официальных историков, которые говорят, многочисленные племена скифов, сарматов и так далее бесследно исчезли. Ни культуры, ни захоронений, ничего не осталось. Да никуда не исчезли. Они есть, потому что и сарматы, и скифы и так далее – это те же самые русы, просто по родам были разделенные и носили родовые имена, свои собственные, по князю своему, только и всего. То есть никуда никто не исчезал. Если они ушли куда-то, куда ушли? Ни одного факта нет. Да никуда не уходили. Они продолжали жить и живут там, где жили и 1000 лет назад.
Но почему-то историки официальные как-то странно относятся. Огромные народы исчезли, казалось бы, да, без следа. И главное, их никто не победил, их никто не уничтожил. Они никуда не ушли. Смотрите, все, почему в современной истории пишут, что вот, ну, по поводу болгар, помните, да? Что болгары были вытеснены с Волги и ушли, и вот осели, смешались с южными славянами, образовали Болгарию. Помните, да? Венгры, это финно-угорские племена, так называемые, тоже их вытеснили, они ушли, пришли в Среднюю Европу, и там создали свое государство венгерское. Об этом еще все говорят. Но куда же ушли скифы, сарматы, кермиты и так далее, и так далее? Множество других племен, которых, так сказать, сейчас уже нет, да никуда не уходили. Просто со временем родовое название исчезло, и стали уже называться не по князю, который правит в данном, как говорится, роду, а общенациональное название. Вот и все. Вот, поэтому вот грамотность всегда поражает. Чем менее грамотный человек, ну, два случая я привел, особенно первый, конечно, потрясающий, да? Я не знаю древнееврейского языка, не учил его, да и, в принципе, нет надобности. Зачем? Если бы я изучил древнееврейский язык и перевел бы, так, Тору, к примеру, да, то что мне бы сказали? Обвинили, что я исказил смысл, правильно? Поэтому что лучше взять? Взять Тору, которую перевел иудей, который главный раввин поставил штамп, печать, утверждаю, что все там правильно, и уже никто не скажет, что я что-то искажаю, правильно? Да и к тому же, зачем изучать те языки, когда есть специалисты, которые достаточно профессионально могут это сделать. Есть более важные дела, которые можно сделать. И к тому же, вот одна из причин, вот, которую я сказал, вот то, что если бы я сам бы переводил, то меня обвинили, что я перевожу неправильно, потому что я не понимаю языка и так далее, и так далее. Поэтому самая лучшая защита от таких выпадов – это действительно опираться на то, что они сами переводили и сами утверждали. Тогда никто не скажет, что я исказил какую-то суть и так далее. А то, что они утвердили, и не могут определить, что главный раввин у них, оказывается, экстремист, они не скажут, что он подтвердил, да? Вот недавно у меня была встреча, допрос у следователя, опять-таки, пятый раз, в принципе, пытаются возбудить уголовное дело, хотя забавно, пятый раз, и вроде, скорее всего, так и не получилось, пятый раз не получилось возбудить, потому что следователь готов отказаться от возбуждения уголовного дела. Так вот, и я ему сказал, да, я подчиняюсь решению суда, но не значит, что я согласен, потому что даже борьба будет продолжаться за то, что книга не является экстремистской. Потому что, с моей точки зрения, эта книга антиэкстремистская. Потому что в этой книге я разоблачаю супернацизм, суперэкстремизм, который отражен в Торе. И это не просто слова. Если почитаете Тору, и то, что я приводил в книге, помните, да, цитаты 100% точно перенесенные из книги Торы, полностью показывают, кто на самом деле экстремист. Поэтому, так сказать, это насчет книги не значит, что все успокоились, все, так сказать, подняли лапки и сдались. Я, например, никогда не сдамся. И борьба за книгу продолжается. Хотя временно они получили победу. И не потому, что они получили победу. Потому что судьи, извините, получили установку. Им было совершенно неважно, какие аргументы и факты приводятся. Они просто-напросто действовали, потому что соответствует установке, которая положена. Ну, объяснять не нужно. Когда заказ есть, наверное, не раз сталкивались вы сами с такими явлениями или слышали о них. Наш суд – самый гуманный суд в мире, да? Самый справедливый, гуманный. Помните кавказскую пленницу, да? Ну, в советские времена тоже был, несколько лучшее время, а сейчас вообще, к сожалению, особенно если заказное. Но что радует, наверное, слышали, это своеобразное возмездие, может быть, идет. Ведь заказ шел с Генеральной прокуратуры, знаете, наверное, слышали об этом, да? Так вот, что радует, то, что вот недавнее событие с казино подмосковное, помните событие, да? То уже временно отстранен зам генерального прокурора, и вот выяснение, то есть идет к генеральному прокурору. То есть весьма интересные контакты, да, получается, прокуратуры, в принципе, как говорится, преступным бизнесом. И это уже вышло на публику, они не смогли спрятать. Что мне тоже радует. То есть пока какая у нас генеральная прокуратура хорошая. Вот.